Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. И если ты еще не подписался на наш канал, то знаешь, что нужно сделать. Ну вот, декабрь уже у порога. Неутомимый марафон продолжается и готов открыть зимний сезон. В этом ролике мы по традиции приготовили для вас подборку кинопремьер, которые ждут нас в последнем месяце этого года. И выбрали мы для вас самые интересные из них. А что именно, я вам прямо сейчас и расскажу. Так что поехали! Сюжет этого фильма повествует историю последних лет жизни Марии Каллас. Одна из величайших оперных певиц 20 века в 1970-х годах жила в Париже, где ей суждено было обрести вечный покой. «Мария» – биографическая психологическая драма. Режиссером фильма выступил Пабло Ларраин. Его фильм с лаконичным названием «Нет» номинировался на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Актерскую команду возглавила оскароносная расхитительница гробниц Анджелина Джоли. Это третий и заключительный фильм трилогии о важных женщинах 20 века. Первым, напомню, был «Джеки», в котором Натали Портман блестяще исполнила роль Жаклин Кеннеди. Вторым стал фильм «Спенсер», рассказывающий историю жизни самой известной личности Виндзорского дворца принцессы Дианы. Фильм вышел в ограниченный прокат в кинотеатрах 27 ноября 2024 года, а теперь, 11 декабря, он станет доступным на платформе Netflix. Легендарная история вновь рвется на большие экраны. «Властелин колец. Война Рохиримов» – полнометражный аниме-фэнтези-фильм. В основу лег легендариум Джона Толкина. Фильм станет приквелом эпической кинотрилогии Питера Джексона «Властелин колец». Это история легендарного 9-го короля Рахана Хельма Молоторукова. Ему предстоит дать бой жестокому лидеру дунландцев Вульфу, который жаждет отомстить за смерть своего отца. Совокупный бюджет трилогии «Властелин колец» составил $280 миллионов, в то время как кассовые сборы ушли в космос и почти достигли 3 миллиардов. Фильмы выиграли 17 премий «Оскар» из 30 номинаций, а заключительный фильм «Возвращение короля» получил все 11 «Оскаров», на которые был номинирован, что является рекордным количеством наград Американской киноакадемии для одного фильма. Премьера аниме-фильма «Властелин колец. Война Рохиримов» состоится 12 декабря 2024 года. Сергей Кравинов – сын аристократа, который бежал в Штаты после революции 1917 года. С одной стороны, он отличный охотник, а с другой является защитником животных. Он не носит какой-то особый костюм, как известные супергерои. Но специальный отвар из африканских трав дает ему невероятные сверхспособности, а охотничий талант делает его вдвойне опасным. Это сочетание превращает его в Крейвена-охотника, который имеет целью уничтожить Человека-паука. Крейвен Охотник – супергеройский фильм, основанный на комиксах Marvel Comics. Шестой фильм медиафраншизы «Вселенная Человека-паука» от Sony расширяет киновселенную и представляет одного из его самых опасных соперников. Режиссером проекта выступил Джейси Чендер. Его дебютный фильм «Предел риска» был номинирован на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Титульную роль исполнил Аарон Тейлор Джонсон, обладатель «Золотого глобуса» за роль в фильме «Под покровом ночи». Также в фильме мы увидим и оскароносных Ариану Дебас и Рассела Кроу. Премьера Крейвена Охотника на больших экранах запланирована на 13 декабря 2024 года. Каждый год на Рождество миллионы людей летают к своим близким, чтобы провести с ними праздник. Но в этот раз ход привычных событий будет нарушен. Агент службы безопасности аэропорта получает требования от неизвестного мужчины пропустить на борт самолета опасный груз. В противном случае в аэропорту может случиться беда. «Ручная кладь» – боевик-триллер режиссера Жауме Кольет-Серра. Его фильмы «Пассажир» и «Воздушный маршал» с Лиамом Нисоном имели большой зрительский успех. Роль агента Итана исполнил Террен Эджертон. Киноманы знают его по роли Элтона Джона в мюзикле «Рокетмен», которая принесла ему «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль. А еще в фильме снялся и золотоглобусный Джейсон Бейтман, который, в общем-то, в представлении не нуждается. Выход фильма на Netflix запланирован на 13 декабря 2024 года. В центре этой, казалось бы, невероятной истории непростая биография американского борца Энтони Робблса. Так распорядилась судьба, что он родился без одной ноги и первые годы своей жизни не мог обойтись без протеза. Но годы шли, Энтони взрослел, и с этим начало приходить понимание, что необходимо преодолевать себя и учиться жить без ноги. Однажды наш герой открыл для себя борьбу и начал активно тренироваться. Его усердие и упорство привели к тому, что он стал победителем национального чемпионата по борьбе. «Неукротимый» – биографическая спортивная драма. Это режиссерский дебют Уильяма Голденберга, промышлявший до этого режиссером монтажа и даже получивший «Оскар» за лучший монтаж фильма Бена Аффлека «Арго».
Основой сценария фильма послужила одноименная книга самого главного героя этой истории. И не менее важно, что продюсерами фильма являются давние оскароносные друзья Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Главную роль исполнил Джеральд Джером, ставший самым юным лауреатом премии Эмми за лучшую мужскую роль. Также в фильме снялись Дженнифер Лопес, Бобби Канавале, Майкл Пенья и Дон Чидл. 6 декабря 2024 года фильм выйдет в ограниченном прокате в кинотеатрах, а уже 16 января 2025 года фильм выйдет на Amazon Prime Video. Муфаса. Король лев. Компьютерно-анимационный музыкальный драматический фильм режиссера Барри Дженкинса. В 2019 году мир увидел ремейк одного из лучших анимационных фильмов всех времен «Король лев» 1994 года. Изображение было настолько реалистичным, что больше походило на документальный фильм National Geographic, нежели на диснеевский мультфильм. Теперь нам предстоит узнать, как сложилась дальнейшая судьба героев после той истории. «Король лев» 2017 года получил смешанные отзывы. Одни высоко оценили визуальные эффекты и музыкальное сопровождение, другие критиковали за копирование оригинального мультфильма, отсутствие души и плоские эмоции персонажей. Но кто бы что ни говорил, а цифры говорят сами за себя. Бюджет в $260 миллионов принес с проката 1 миллиард 660 миллионов. С такими показателями любая критика теряет смысл. Приквел будет выпущен 19 декабря 2024 года, когда оригинальному мультфильму исполняется ровно 30 лет. Начало 1945 года. Вторая мировая близится к своему завершению. Из-за долгой разлуки со своими семьями моральный дух американских солдат находится на низком уровне. По этой причине в Европу отправляют женский армейский корпус, который полностью состоит из чернокожих женщин. Их задача – отсортировать и доставить 17 миллионов писем, скопившихся на складе за последние 3 года. Батальон 638 – военная драма, основанная на реальных событиях. Автором сценария и режиссером проекта выступил Тейлор Перри, основатель и владелец собственной киностудии Taylor Perry Studios, на которой выпускает свои фильмы и сериалы. Премьера фильма в избранных кинотеатрах запланирована на 6 декабря 2024 года, а уже 20 декабря 2024 года он появится на стриминге Netflix. Роми – основательница и гендиректор перспективной компании, которая занимается робототехникой. Она и ее муж, известный театральный режиссер, имеют 2 совместных дочерей и живут в Нью-Йорке. Но однажды в ее жизни появляется тот, кто нарушает спокойную семейную жизнь. Молодой стажер Сэмюэль уверенно бросает вызов всем устоявшимся правилам. Затеянная им игра приводит к бурному, но странному роману, который заканчивается банальным шантажом. «Плохая девочка» – эротический триллер режиссера Халины Рейн. В фильме звездная актерская команда, в которую вошли Николь Кидман, Харрис Диккинсон, София Уайлд и Антонио Бандерас. Дебютный показ фильма состоялся 30 августа 2024 года на Венецианском международном кинофестивале, где Кидман получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль. Релиз в кинотеатрах запланирован на 25 декабря 2024 года. Ну что, у меня на сегодня все. Такими будут самые интересные премьеры фильмов декабря этого года. В следующем ролике мы поговорим о сериальных новинках. Так что не забудьте подписаться, чтобы не пропустить. Смотрите и другие наши ролики, из которых вы узнаете много интересного. Напиши в комментарии название фильма, который ты советуешь посмотреть и почему. И мы включим его в ролик по вашим рекомендациям с упоминанием твоего ника. Всем пока-пока, услышимся!